Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Это видео четвертая часть по вязанию куколки Катюш. В предыдущих частях мы с вами связали уже полностью куколку, связали тело, голову, волосы, все оформили. Сейчас приступаем к вязанию платья. Ссылки на первую, вторую, третью часть есть в описании под видео. Переходите, если вы их еще не видели. Ну а те, у кого уже готова куколка, продолжают дальше. Приятного вам вязания! Покажу подробнее платьишко. Оно идет у меня на 2 пуговичках. Здесь 2 петельки. Они вывязываются сразу же в процессе вязания, то есть не отдельно. Вязание идет сверху вниз. Верхняя часть вяжется столбиками без накида. Нижняя часть вяжется столбиками с накидом. Начинаем голубенькой пряжей. Набираем 35 воздушных петель. Первая, вторая, третья, 33, 34 и 35 воздушная петля. Теперь вяжем в обратную сторону столбики без накида. Получается, со второй петли от крючка вяжем по одному столбику без накида до конца цепочки. Всего получится 34 столбика. Провязали, это был первый ряд, теперь вывязываем петельку. Первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Этих 6 воздушных петель мне достаточно для того, чтобы потом застегнуть пуговку. Разворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону второй ряд. Вяжем, начиная с 7 петли. Вот эти 6 мы оставляем для петельки. Начиная с 7 петли вяжем первый столбик без накида. Первый вяжем за обе стеночки. Второй, третий, четвертый, пятый столбик. В следующую петлю провязываем 3 столбика без накида. В одну петлю дальше снова вяжем 5 столбиков, по одному в каждую петлю. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. В следующую петлю снова прибавка из 3 столбиков без накида. Первый, в эту же петлю второй, в эту же петлю третий. Это у нас получается задняя полочка, рукавчик. Сейчас вяжем 10 столбиков без накида. Это передняя часть платьишка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9 и 10 столбик. В следующую петлю вяжем прибавку из 3 столбиков. Первый, в эту же петлю второй, третий. Дальше вяжем 5 столбиков без накида, рукавчик. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем 3 столбика в одну петлю. И довязываем до конца ряда 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик до конца не довязываем, оставляем 2 петли на крючке. Берем нить белого цвета. Присоединяем и довязываем столбик уже белым. Подтягиваем все ниточки, вяжем одну воздушную петлю в конце каждого ряда, разворачиваем вязание. Хвостик я сразу сейчас буду ввязывать. Дальше вяжем 42 столбика без накида белым цветом, но вяжем мы только за заднюю полупетлю.
Получается, каждый раз, когда мы меняем нить и вяжем следующий ряд другим цветом, мы вяжем за заднюю полупетлю. Первый столбик, второй, третий. Видите, у нас передняя полупетля остается. Четвертый, пятый. Так, вяжем до конца ряда всего 42 столбика. Довязали третий ряд, делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Теперь вяжем следующий ряд, четвертый. Это получается четный ряд, его вяжем за обе стенки петли. Вот смотрите, когда мы присоединили нить и первый ряд белым цветом вязали, мы вязали за заднюю полупетлю. Сейчас второй раз вяжем белым цветом, второй ряд, вяжем уже за обе стенки. И так будет каждый раз при смене нити. Сейчас вяжем четвертый ряд, 6 столбиков без накида. 3 я уже провязала. Четвертый, пятый, шестой. В следующую петлю провязываем прибавку из 3 столбиков. Первый, второй, третий. Это провязали заднюю полочку. Теперь вяжем рукавчик. Рукавчик мы вяжем 3 столбика без накида, посередине 3 столбика в одну петлю и еще раз 3 столбика без накида, чтобы он был более объемный. Первый столбик, второй, третий, посередине рукавчика. Теперь получается 3 столбика в одну петлю и снова 3 столбика без накида, по одному в каждую следующую петлю. Третий. Вот это мы провязали рукавчик. Теперь снова вяжем 3 столбика в одну петлю. Дальше провязываем 12 столбиков без накида по передней части. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11 и 12 столбик. Далее вяжем 3 столбика в одну петлю. Первый, второй и третий. Снова вывязываем рукавчик. Также 3 столбика без накида. В серединке 3 столбика в одну петлю и еще 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Вяжем 3 в одну. Первый столбик в эту же петлю, второй и в эту же третий. И еще 3 столбика без накида. По одному в каждую следующую петлю. Провязали. Дальше вяжем 3 столбика в одну петлю. И довязываем до конца ряда 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Но шестой мы до конца не довязываем, оставляем 2 петли на крючке. Присоединяем нить голубого цвета и заканчиваем столбик уже голубым. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Следующий ряд мы начинаем вязать голубым цветом и вяжем его за заднюю полупетлю. Это получается 5-й ряд, и вяжем 11 столбиков без накида за заднюю полупетлю. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый,
10 и 11 столбик. Дальше провязываем прибавку. 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И снова провязываем прибавку. Эти прибавки у нас идут на рукавчике. Дальше провязываем 22 столбика без накида. Первый, 20, 21 и 22 столбик. Снова провязываем прибавку на рукавчике. 3 столбика без накида. Первый, второй, третий и провязываем прибавку. Дальше провязываем 11 столбиков до конца ряда. Первый, второй, 10 и 11 столбик. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Следующий ряд, 6, мы провязываем за обе стенки. Как я уже говорила, первый ряд после смены цвета за заднюю полупетлю, второй ряд за обе полупетли. Вяжем 7 столбиков без накида. Так, 3 провязала, 4, 5, 6, 7. Провязываем 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий. Дальше петли рукавчика. Провязываем 13 столбиков без накида. Первый, 12 и 13 столбик. Дальше вяжем 3 столбика в одну петлю. Провязали. Дальше вяжем по передней части 14 столбиков без накида. Первый, 13 и 14. Провязываем снова 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий. На петлях рукавчика вяжем 13 столбиков без накида. Первый и 13 столбик. Дальше вяжем 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий. И довязываем до конца ряда 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, 4, 5, 6 и 7. 7 столбик до конца не довязываем, меняем нить на белую. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Следующий ряд, 7, нечетный, вяжем за заднюю полупетлю. Провязываем 66 столбиков без накида. Провязываем до конца ряда. Вот такой узор у нас получается. С этой стороны ребристый, потому что мы чередуем ряды за заднюю полупетлю и за обе полупетли. А спереди получается вот такой красивый ровненький переход. Довязываем этот ряд до конца. Довязали этот ряд, вяжем воздушную петлю, вязание разворачиваем. Следующий ряд, 8, четный, значит мы его вяжем за обе стенки петли. Провязываем 8 столбиков без накида. Так, первый провязала, второй, третий, 4, 5, 6, 7, 8. Провязываем прибавку из 3 столбиков. Первый, второй, третий. Дальше вяжем 15 столбиков без накида. Первый,
14 и 15. Дальше провязываем 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий. По передней части вяжем 16 столбиков без накида. Первый, 15 и 16. Снова провязываем прибавку из 3 столбиков без накида. Первый, второй и третий. Дальше вяжем по петлям рукавчика, провязываем 15 столбиков без накида. Первый, 14 и 15. В следующую петлю провязываем прибавку из 3 столбиков. Первый, второй, третий. И довязываем до конца ряда 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик. 8 не довязываем, меняем цвет на голубой. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Следующий ряд провязываем 9. Вяжем за заднюю полупетлю. 15 столбиков без накида. Второй, третий, 14 и 15 столбик. Дальше вяжем убавку. 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И снова провязываем убавку. Дальше провязываем 30 столбиков без накида. Первый, второй, 28, 29 и 30 столбик. Провязываем убавку. 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И еще раз вяжем убавку. Дальше довязываем оставшиеся до конца ряда 15 столбиков без накида. Закончили вязать 9 ряд, получилось 70 столбиков. В предыдущем ряду 8 у нас было 74 столбика. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, следующий ряд вяжем 10. Провязываем 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Вяжем 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий. Дальше вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Вяжем убавку. Так, я, по-моему, не сказала, этот ряд мы вяжем за обе стенки петли. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Убавка. И 3 столбика без накида. Первый, в следующую петлю второй и в следующую петлю третий. Дальше провязываем 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий. Провязываем 18 столбиков. Первый, 17 и 18 столбик. Дальше провязываем 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий.
Провязываем 3 столбика без накида, по одному в каждый следующий столбик. Первый, в следующую петлю второй, в следующую петлю третий. Провязываем убавку. Дальше 5 столбиков без накида. Первый, в следующую петлю второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем убавку. И еще 3 столбика без накида. Первый, в следующую петлю второй, в следующую петлю третий. Дальше провязываем 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий. И довязываем до конца ряда оставшиеся 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Девятый до конца не довязываем. Меняем нить на белую. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Получилось 74 столбика без накида в этом ряду. Следующий ряд 11. Провязываем за заднюю полупетлю, вяжем 11 столбиков без накида. Первый, 10, 11. Набираем одну воздушную петлю и пропускаем 15 столбиков в предыдущем ряду. Вяжем 16. Провязали первый столбик и вяжем еще 21. Всего получается 22 столбика без накида по передней части за заднюю полупетлю. Вязали 22 столбика, набираем воздушную петлю и снова 15 столбиков в предыдущем ряду. Присоединяемся и вяжем до конца ряда 11 столбиков без накида. Также за заднюю полупетлю. Вот что у нас должно получиться. Вот так сейчас сидит начало платьюшка. Продолжаем вязать дальше. Мы провязали 11 ряд, теперь делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, вяжем ряд 12 за обе полупетли. Вяжем 46 столбиков без накида. Сейчас покажу вам, я довязала уже до момента, где мы провязывали воздушную петлю. 11 столбиков без накида. Теперь по воздушной петле захватываем одну ее половинку. Провязываем 1 столбик без накида. И дальше уже за полные столбики. Потом в конце ряда пересчитать, должно получиться 46 столбиков. Провязали этот ряд. Последнюю петлю оставляем недовязанную. Довязываем ее голубым цветом. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд вяжем голубым цветом за заднюю полупетлю. Провязываем 6 столбиков без накида. Ряд это у нас 13. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязываем прибавку. Дальше вяжем 10 столбиков без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и вяжем прибавку. Это мы с вами один раз провязали, еще 2 раза вяжем также 10 столбиков, прибавка.
Провязали. И теперь вяжем 6 столбиков без накида до конца ряда. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Получилось 50 столбиков. Дальше мы будем вязать петельку. Набираем 6 воздушных петель. Третья, четвертая, пятая, шестая. Разворачиваем вязание и вяжем в 7-ю петлю, получается в первый столбик предыдущего ряда. Провязываем следующий ряд за обе стенки петли. Это у нас идет ряд 14. Провязываем 50 столбиков без накида. Провязали ряд до конца, последний столбик не довязываем, меняем цвет на белый. Все подтягиваем, теперь голубую нить уже можно обрезать, я ее сейчас буду сразу ввязывать. Делаем воздушную петлю, вязание разворачиваем, вяжем следующий ряд. Это у нас получается 15. Вяжем за заднюю полупетлю 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем прибавку. Дальше вяжем 9 столбиков без накида, прибавка 4 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Провязываем прибавку. Это мы с вами провязали один раз, еще 3 раза вяжем 9 столбиков прибавка. Провязали, теперь довязываем до конца ряда оставшиеся 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Воздушная петля, вязание разворачиваем. В 16 ряду вяжем 55 столбиков без накида за обе полупетли. Получается за полный столбик. Последний столбик в ряду не довязываем, присоединяем нить красного цвета. Вяжем воздушную петлю, вязание разворачиваем, и я сразу же ввязываю 2 хвостика. Следующий ряд 17 провязываем за заднюю полупетлю. Вяжем 16 столбиков без накида. Первый, второй, третий, пятнадцатый и 16 столбик. Дальше вяжем прибавка 10 столбиков без накида 2 раза. Первый раз вяжем прибавка, первый столбик, 9, 10. Второй раз вяжем также прибавка, 10 столбиков, 7, 9 и 10. Провязываем прибавку, и вяжем до конца ряда 16 столбиков без накида. Закончили этот ряд, получилось 58 столбиков. Дальше что мы делаем? Соединяем 2 стороны. Получается вязание соединяем в круг. Смотрим, внутри у меня остается вот эта ребристая сторона, снаружи остается гладко. Изнутри провязываем в первый столбик в начале ряда. Я думаю, вам хорошо видно, да, что я делаю. Крючок ввожу изнутри. Провязываем соединительный столбик, воздушную петлю и разворачиваем вязание. Получается, мы на лицевой стороне.
Дальше вяжем следующий ряд. 58 столбиков без накида. Также красным цветом за обе стеночки, за полный столбик. Третий. Обязательно считайте, чтобы не потерять здесь при соединении один столбик. Должно получиться 58. Провязали этот ряд, получилось 58 столбиков. Теперь вводим крючок в место, где мы вязали воздушную петлю. Не в первый столбик, а вот рядышком, где у нас была воздушная петля. И вытягиваем нить синего цвета. Провязываем соединительный столбик. Вяжем 2 воздушные петли. Хвостики сразу же можно ввязать, и красный, и синий. И следующий ряд, давайте его будем считать первым, чтобы было удобнее, хорошо его заметно, он синим цветом начинается. Так что ряд этот вяжем столбиками с накидом. Делаем накид, за заднюю полупетлю провязываем столбики с накидом. Всего нужно сейчас провязать 14. Вот этот столбик из 2 воздушных петель, мы его не считаем. Он идет сам по себе в качестве соединения рядов. Первый столбик с накидом провязали, второй, хвостики сразу ввязываем. Третий. Провязали 14 столбиков с накидом. Дальше делаем прибавку, также из столбика с накидом. Получается первый столбик, в эту же петлю второй. Далее вяжем 28 столбиков с накидом за заднюю полупетлю. И 28 столбик с накидом. Снова вяжем прибавку. И довязываем до конца ряда 14 столбиков с накидом. Провязали 14 столбиков. Теперь присоединяемся в цепочку из 2 воздушных петель. Вот здесь она у нас между столбиком из воздушных петель и первым столбиком с накидом. Присоединились, провязали соединительный столбик и 2 воздушные петли. Следующий ряд мы с вами будем вязать второй, и в этом ряду будем вывязывать вот такие воланы, складочки. Я думаю, будет неправильно, если я не отмечу видео, которое очень сильно помогло мне в вязании этих складок. Я, если честно, сама не понимала, как их вязать, поэтому если сейчас моего объяснения вам будет недостаточно, вы можете всегда перейти в описание под видео, там будет указана ссылка на видео мастер-класс по вязанию вот точно таких же складочек. Так что это не мой способ, я на него не претендую, а очень благодарна тому автору за то, что она показала, как это сделать легко и просто. Начинаем вязать. Сейчас нам нужно с вами для начала провязать 5 выпуклых столбиков с накидом. Делаем накид. Вот у нас с вами первый столбик с накидом предыдущего ряда. Мы его обхватываем крючком. Давайте еще раз покажу. Мы захватываем, вводим крючок не за привычные полупетли нам, а прям поперек обхватываем этот столбик. И провязываем. Вытянули нить, провязали с накидом и второй раз. Дальше также вяжем второй столбик. Также обхватываем его. Провязываем второй столбик с накидом. Далее третий. Верхняя часть, за которую мы обычно вяжем, она пока остается нетронутой. Мы вяжем только за поперечные столбики. Так, четвертый и пятый.
Вот что получается. Смотрите, с обратной стороны, вот они наши. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Дальше мы с вами разворачиваем вязание, вяжем в обратную сторону. Столбик у нас делится на переднюю полупетлю и заднюю полупетлю. Здесь мы будем вязать полустолбики с накидом. Делаем накид, отсчитали 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. В 5 столбик вводим крючок, провязываем 1 полустолбик с накидом за заднюю полупетлю, передняя остается. Дальше также за заднюю полупетлю вяжем 2 полустолбик, 3 раз за заднюю полупетлю, 3 полустолбик с накидом, 4 полустолбик с накидом, и в следующую 5 заднюю полупетлю мы вяжем прибавку из полустолбика с накидом. 1 в эту же петлю, 2. Вот смотрите, что у нас получается. Вот эта часть мы провязали за поперечный столбик. Вот эту часть мы провязали за заднюю полупетлю. Теперь вот у нас осталась передняя к нам полоска из 5 полупетель. Мы разворачиваем вязание и за вот эту полоску провязываем 5 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот у нас получилась такая змейка. Продолжаем вязать дальше. Теперь за задние полупетли провязываем 5 полустолбиков с накидом. 1, 2, вот видите, передние у нас остаются. 3, 4, 5. Разворачиваем вязание, делаем накид, провязываем 4 полустолбика с накидом за оставленные полупетли. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем 1 полустолбик с накидом, делаем накид, 2 полустолбик, 3 и 4. В следующую петлю вяжем прибавку. Также из полустолбика с накидом. Разворачиваем вязание. Теперь нам с вами нужно связать 5 столбиков с накидом за поперечные столбики. Делаем накид, обхватываем 1, вяжем столбик с накидом. Снова делаем накид, обхватываем 2 столбик, 3, 4 и 5. Вот что у нас с вами получилось. Получилась одна такая складочка. Вот у нас змейка. 5 столбиков с накидом, 4 полустолбика с накидом, прибавка, 5 полустолбиков с накидом, снова 5 столбиков, 5 полустолбиков с накидом, 4 полустолбика с накидом, прибавка и 5 столбиков с накидом. Вот что получается. Надеюсь, вам это не сильно сложно и понятно. Еще раз повторюсь, если вдруг мое объяснение непонятно, переходите в описание под видео.
Там я оставила ссылку на замечательный мастер-класс, в котором все очень подробно показано, как связать. Дальше вяжем снова 5, повторяем так же, как здесь в начале мы вязали, все то же самое. Повторяем 5 столбиков с накидом за поперечные столбики. Это выпуклые столбики. Получается, мы обхватываем изнутри столбик, провязываем столбик с накидом. Так, 3, 4, 5. Разворачиваемся, делаем накид, провязываем 4 полустолбика с накидом. Первый, в следующую полупетлю, второй, в следующую полупетлю, третий и четвертый. Вяжем прибавку из полустолбика с накидом в оставшийся 5 столбик. Разворачиваем вязание и провязываем 5 полустолбиков за оставшиеся полупетли. Первый, второй, третий, четвертый, 5. Вот что у нас с вами получается. Давайте еще раз покажу. Дальше вяжем за задние полупетли 5 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, 5. Вот у нас остались передние полупетельки. Развернулись, за вот эти передние полупетли мы провязываем 4 полустолбика с накидом. Первый, в следующую петлю второй, третий, четвертый и вяжем прибавку из полустолбика с накидом. Разворачиваемся, вяжем 5 выпуклых столбиков с накидом. Захватываем первый поперечный столбик, второй, третий, четвертый и 5. Закончили мы поперечными столбиками, значит дальше снова вяжем 5 поперечных столбиков. Если закончили вязание во внутренней части на полустолбиках, значит дальше вперед провязываем 5 полустолбиков с накидом. Ну, думаю, здесь уже достаточно провязано, и вы все поняли. Думаю, тут уже вы дальше справитесь. Провязываем так весь ряд. Провязали до конца ряда. Вот что должно получиться. Далее присоединяемся в столбик, где у нас были с вами 2 воздушные петли. Вот первая, вот вторая. Провязываем соединительный столбик, набираем 2 воздушные петли. Теперь каждый раз в конце ряда будем набирать 2 воздушные петли. И дальше вяжем ряд из столбиков с накидом. Получается, вяжем вот так зигзагом. Провязываем первый столбик с накидом. За обе петли вяжутся все ряды. Второй, третий, четвертый, 5. Теперь вот так раздвигаем немножко складочку и вяжем дальше. Шестой,
7, 8. Вот что получается. Мы вяжем столбик с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Так, 8 провязала, 9, 10, 11, 12. Не очень удобно этот первый ряд вязать, но дальше уже пойдет легче. Таким образом провязываем до конца ряда. В конце ряда соединительный столбик между двумя воздушными петлями и первым столбиком с накидом. Вот сюда. Потом набираем 2 воздушные петли, вяжем следующий ряд. Всего это у нас сейчас провязан первый и второй ряд. Вот мы начали третий ряд. Получается, сейчас вяжем третий, четвертый и пятый ряд столбиками с накидом, без прибавок, без убавок. Если хотите, чтобы юбочка была чуть подлиннее, примерьте на куколку и провяжите не 3 ряда столбиками с накидом, а 4, например. Провязали 3 ряда из столбиков с накидом. Дальше делаем полосочку белого цвета. Для этого присоединяемся белым цветом. Синюю нить не обрезаем, она нам еще понадобится. Делаем 1 воздушную петлю и следующий столбик начинаем вязать столбики без накида. Весь ряд. Первый столбик за обе стенки, третий, сразу же ввязываем хвостик, 4. Довязали белым цветом ряд из столбиков без накида. Дальше мы возвращаемся к синей нити. Получается, вводим крючок в воздушную петлю, где у нас была. Вытягиваем уже синюю нить, провязываем соединительный столбик. Дальше вяжем 2 воздушные петли, нить белого цвета обрезаем, хвостик ввязываем. Следующий ряд заключительный, провязываем столбики с накидом по одному в каждый столбик предыдущего ряда. Так вяжем весь ряд. В конце провязываем соединительный столбик, воздушную петлю, нить обрезаем и с помощью иглы прячем все хвостики. Пришиваем пуговички. На этом платье будет готово. Я уже довяжу, дооформляю его за камерой. Вот что у нас получилось. Будет вот так. Теперь переходим к вязанию туфелек. Они вяжутся из 2 цветов, белого и красного. Вот так выглядит туфелька. Начинаем вязать с подошвы с белого цвета. Набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В обратную сторону со второй петли от крючка вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В следующую петлю провязываем 3 столбика. 1 в эту же петлю, 2 в эту же петлю, 3. Дальше по второй стороне цепочки провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В
последнюю петлю провязываем прибавку. Это был первый ряд, получилось у нас сейчас 16 столбиков. Во втором ряду провязываем прибавку. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Дальше вяжем подряд 3 прибавки. Первая прибавка, в следующий столбик вторая и в следующий столбик третья. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И вяжем подряд 2 прибавки. В первую петлю прибавка и во вторую петлю прибавка. Провязали второй ряд, получилось 22 столбика без накида. Вяжем следующий ряд третий. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем 1 столбик прибавка 3 раза. Первый столбик, в следующую петлю прибавка. Второй раз столбик, в следующую петлю прибавка. И третий раз столбик и прибавка. Провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И вяжем 1 столбик прибавка 2 раза. Первый столбик, в следующую петлю прибавка. Второй раз также 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Довязали третий ряд, получилось 28 столбиков. Вяжем четвертый ряд. 2 столбика без накида. Первый, второй, вяжем прибавку. 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше вяжем 2 столбика прибавка 3 раза. Первый, в следующую петлю второй и прибавка. Второй раз вяжем также. Первый столбик, в следующую петлю второй, прибавка. И третий раз. Первый столбик, второй и прибавка. Провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем 2 столбика прибавка 2 раза. Первый столбик, второй, прибавка. Еще раз. Первый столбик, второй, прибавка. Последний столбик в прибавке мы не довязываем, оставляя 2 петли на крючке. Нить белого цвета обрезаем, оставляем хвостик и присоединяемся красным цветом, довязываем столбик. Закончили 4-й ряд, получилось 34 столбика. Следующий ряд 5 мы провязываем вогнутые столбики. 34. По такому же принципу мы вязали складки у платья, когда были столбики выпуклые.
То есть мы вязали вот так с вами. Теперь нужно связать наоборот, вогнутые столбики. Вводим крючок с изнаночной стороны и сразу же теперь вводим крючок в следующий столбик. Вот так. То есть мы обхватили сзади один поперечный столбик. Провязываем столбик без накида, первый. Дальше снова вводим крючок с изнаночной на лицевую и теперь в следующую петлю с лицевой на изнаночный. Второй столбик, также вяжем дальше третий. Здесь у нас получается такая красивая цепочка. Вот что должно в итоге получиться. Вот этот 5-й ряд. Довязываем так ряд до конца. Посчитайте, должно получиться 34 столбика. Провязали этот ряд, вот что у нас получилось. Дальше мы вяжем следующие 2 ряда, 6 и 7, как обычно, захватывая полный столбик. По 34 столбика провязываем 2 ряда. Провязали 2 ряда, вот такая деталь получается. Следующий ряд вяжем 8, провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше провязываем подряд 8 убавок. Первая убавка за переднюю полупетлю, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8 убавка. Дальше довязываем до конца ряда 12 столбиков. 1, 11, 12 столбик. Получилось в этом ряду 26 столбиков. Следующий ряд 9. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше подряд провязываем 4 убавки. 1, 2, 3 и 4. Довязываем до конца ряда 12 столбиков. 1 и 12 столбик. Все, мы закончили вязать туфельку. Дальше что делаем? Не провязывая воздушную петлю, просто вытягиваем нить. Покажу вам, как красиво, аккуратно завершить вязание на туфельке. Все, воздушную петлю не делали, просто сразу же вытянули нить. Теперь вводим крючок с изнаночной стороны во вторую петлю. Вот первая, мы ее пропускаем, во вторую ввели крючок, захватили ниточку, вывели ее вовнутрь. Между остался один столбик. Подтянули. Теперь вот здесь столбик, из которого сейчас выходит ниточка, делится на передний и задний. Вводим крючок за заднюю полупетлю. Захватываем ниточку, вытягиваем. Все хорошенько подтягиваем, и вот такое ровное завершение у нас получилось. Теперь с помощью иглы дальше эту ниточку уже прячем внутри ботиночка. Давайте покажу еще раз.
а вдруг кто не увидел. Смотрите, мы вытянули нить, не делая соединительный столбик, не воздушную петлю, просто закончили вязать, вытянули нить, все. Дальше вот этот столбик мы пропускаем, ничего с ним не делаем, вводим крючок с изнаночной стороны второго столбика, захватываем нить, выводим ее на изнаночную. Теперь вот тот столбик, с которого у нас шла нить. Вот он. Передняя полупетля и задняя. Подхватываем заднюю полупетлю и вытягиваем нить в серединку. Получается, между передней и задней полупетлей она у нас получилась. Все подтягиваем. Так ровненько и красиво все получается. Так, прячем хвостики. Теперь нам остается с вами связать маленький бантик. Он у меня идет голубенького цвета и просто пришивается в серединке. Процесс пришивания показывать не буду, здесь буквально пару стежков, но будет непонятно из-за того, что деталь маленькая, пришивается там все не очень удобно и будет все равно ничего не видно, поэтому я думаю, пришить сможете самостоятельно. Делаем кольцо амигуруми. Набираем одну воздушную петлю и вяжем в это кольцо 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. 2 воздушные петли и сюда же вяжем соединительный столбик. Дальше снова набираем 2 воздушные петли и также в это кольцо вяжем еще 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. 2 воздушные петли, соединительный столбик. Теперь вяжем одну воздушную петлю, нить вытягиваем и обрезаем. Теперь затягиваем кольцо. Обрезанной нитью я провожу 2-3 раза вокруг бантика, получается в серединке. Дальше завязываем хвостики между собой. И можете пришить этими хвостиками, можете пришить более тоненькой ниточкой, как вам будет удобнее. Вот такой получается бантик. Пришиваем его и вяжем точно так же вторую туфельку. И останется нам с вами связать вот такой воротничок. Для воротничка белым цветом набираем 60 воздушных петель. Первая, вторая, третья, 59 и 60 воздушная петля. Дальше со второй петли от крючка начинаем провязывать 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше провязываем 18 полустолбиков с накидом. Первый, второй, 17 и 18 полустолбик с накидом. В следующую петлю провязываем 5 столбиков с накидом в одну петлю. Провязываем первый столбик с накидом, в эту же петлю второй, в эту же петлю третий, четвертый и пятый. Далее провязываем 11 столбиков с накидом по одному в каждую следующую петлю. Первый столбик, в следующую петлю второй, и 11 столбик с накидом. В
следующую петлю провязываем 5 столбиков с накидом. В одну петлю вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Вот что у нас получается. Далее провязываем 18 полустолбиков с накидом. Провязали. Далее довязываем 5 соединительных столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Вот что у нас получилось. Вначале мы вязали 5 столбиков без накида, сейчас провязали 5 соединительных столбиков. Дальше разворачиваем вязание, пропускаем первый столбик, со второй петли провязываем 7 соединительных столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Провязали. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Получается 7 соединительных, 8 столбиков без накида. Дальше вяжем 9 полустолбиков с накидом. Первый. Далее в следующую петлю провязываем 5 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем 15 столбиков с накидом. Первый, второй, 14 и 15 столбик с накидом. Далее в следующую петлю провязываем 5 столбиков с накидом. В одну петлю. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Далее вяжем 9 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9 столбик. Далее вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее нить вытягиваем, как я вам показывала на туфельке. Вытянули нить, вводим крючок под второй столбик, протягиваем нить на другую сторону. Далее вводим крючок за заднюю полупетлю последнего столбика и вытягиваем нить. Подтягиваем. Потом в процессе мы этот хвостик просто вяжем. Вот что получилось на данный момент. Теперь мы с вами будем вязать вот эту верхнюю часть.
получается 1, 2, 3 ряда поворотных. Смотрите, у нас здесь, где мы провязывали 5 столбиков в одну петлю, находим вот первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Присоединяемся к третьему столбику. Провязываем 2 воздушные петли. Дальше вяжем столбики с накидом. Всего у меня их получается 20. Вот этот столбик из 2 воздушных петель я не считаю. Вяжем первый столбик, второй, третий, 19 и 20 столбик. 20 столбик тоже попадает на третий из 5 столбиков с накидом. Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше набираем 2 воздушные петли. Первая, вторая. Вязание разворачиваем, вяжем в обратную сторону также 20 столбиков с накидом. Провяжите этот ряд, наберете 2 воздушные петли и в обратную сторону еще 20 столбиков с накидом. Получается, вот таких ряда у меня всего 3. Вот первый, второй и будет третий. Провязали эти 3 ряда, воздушная петля, нить вытягиваем и обрезаем. Вот что получается. Теперь нам остается с вами провязать всего 2 ряда. Вокруг обвязка синим цветом. Присоединяемся в начало, в уголочек. И дальше вяжем столбики без накида по всей части внешней. Сейчас покажу вам. Начну первый столбик. Вяжем столбики без накида. Первый. Сразу можно ввязать хвостик, чтобы потом было меньше прятать. Второй. Третий. В общем, так вяжем столбики без накида до угла по всей части. Вот здесь на углу мы провязываем 3 столбика без накида. Дальше снова вяжем по одному. На втором углу также провязываем 3 столбика. И по одному столбику без накида до конца вот этой части. Провязали. Вот что у нас сейчас с вами получилось. Потом после изделия нужно будет отпарить, чтобы оно так сильно не топорщилось. Остается один заключительный ряд белым цветом. Сейчас сделаем обвязку. Присоединяемся в уголочек. Прям нужно сделать так, чтобы это присоединение было в самом-самом уголке, чтобы получилось у нас на краю не квадратное вязание, а остренькое. Присоединяемся белым цветом. 1 воздушная петля. Дальше провязываем соединительные столбики. 10 соединительных столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8, 9 и 10. Дальше провязываем столбики без накида. Довязываем до угла. В углу провязываем 3 столбика в один. Дальше снова по одному столбику в каждую петлю. На углу провязываем 3 столбика в один. Вот как было с синим цветом. Дальше вяжем снова столбики без накида. Оставляем в конце 10 петель, в них провязываем соединительные столбики. Вот у нас сначала из 10 соединительных столбиков будет, дальше везде столбики без накида. Вот мы довязали до противоположной стороны. Дальше закончили вязать 10 соединительных столбиков. Дальше присоединяемся в начало.
Соединительным столбиком воздушная петля, нить вытягиваем и обрезаем. Прячем все хвостики между петелек с помощью иглы. Отпариваем изделие и пришиваем пуговички. Так, примеряем на куколку. Смотрим, чтобы все было ровненько. Отмечаем место и пришиваем потайную пуговку на вот этих местах. На это же место я пришиваю бантик, который мы сейчас свяжем вместе. Для бантика оставляем длинный хвостик, делаем кольцо амигуруми, вяжем одну воздушную петлю, в кольцо 1 столбик с накидом, дальше вяжем 3 столбика с 2 накидами. Сделали 2 накида, провязываем 1, 2, 3. Первый столбик, снова 2 накида, второй, 2 накида, третий столбик, вяжем еще 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли и соединительный столбик. Дальше провязываем вторую сторону бантика, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом, все вяжется в это же кольцо, 3 столбика с 2 накидами, первый, второй, третий, 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли и соединительный столбик. Воздушная петля, нить вытягиваем, обрезаем и кольцо затягиваем. Теперь оборачиваем 2-3 раза нитью в центре бантика, завязываем хвостики на несколько узлов. И бантик готов. Пришиваем его в местах, которые я показала. Вот так. Пришиваем просто. У нас есть 2 хвостика. Одним зацепили, вторым связали вместе и спрятали. В общем, здесь уже ничего сложного нет. Доделываем, и на этом наряд для нашей куколки будет готов. Вот такие девочки у нас с вами получаются. Работы было очень много, особенно в одежде. Мне, например, показалось даже, что одежду вязать дольше и сложнее, чем саму куклу. Но я уверена, что оно того стоит. Надеюсь, и вы также остались довольны результатом нашей с вами проделанной работы. Всем спасибо за совместное вязание. Увидимся с вами в следующих мастер-классах.